Как в целом мероприятие, если честно? Ну, отлично, мне понравилось лично. Что-то надо поменять? Там, поменять, добавить, свежий взгляд со стороны. Ну, мне кажется, все-таки побольше надо станций добавить. Мини-совет. Когда поступишь в универ, каждую свою активность документируй. И освобождениями, и благодарственными письмами, там, и вот, фото-видео. Потому что периодически возникают такие ситуации, потому что в конце семестра все грамоты верифицируют. И если у них возникают какие-то подозрения, что там мухлёж или условно ты с кем-то договорился, что тебе печать, подпись поставили, как бы грамоту купить в магазине вообще не проблема. Печать, подпись, если у тебя есть хороший знакомый. Вот. Для этого нужны фото и видео. Поэтому... Что-то по типу есть писем доверенности или... Не. А еще какие условия? В первом семестре, как бы я сейчас первокурсница, в первом семестре у меня половина грамот слетела. То есть у меня было в общей сложности около 40 грамот. Половина грамот слетела, потому что их посчитали за личную инициативу. Чтобы грамоты не посчитали личной инициативой, организатором мероприятия должен быть либо университет, либо какие-то компании, которые являются партнерами университета. Или же, допустим, я участвовала на фестивале Северный Амур, может, слышал, Киберфест. Туда еще, я так понимаю, это были какие-то супер-мега известные русские игроки в доту, какой-то Дося и еще кто-то. То есть там такой ажиотаж был. А организатором всего это было Министерство молодежной политики и спорта. Они не являются нашими сотрудниками, партнерами нашими они не являются, но при условии, они написали письмо обращения к ректору допустим, вы сдайте нам на такое-то число таких-то, таких-то студентов. Это засчитали. Более того, это у нас есть благодарственное письмо от Министерства молодежной политики и спорта, вот это вот письмо-вызов, освобождение от пар плюс фотки и видео. Это дало 2,5 балла. За весь семестр, там было около 20 грамот, я набрала 15,25 баллов. Мне одобрили ПГАС. ПГАС двухуровневая, 5000 и 8000. Там твоя стандартная стипендия. Стандартная стипендия зависит от того, на какую-то оценку сдашь итоговую сессию. У меня была 1 четверка, у меня пятерки, четверки. У меня стипендия в размере 2700. Стандартная, обычная стандартная госстипендия. Но за счет того, что я активистка, мне одобрили первый уровень стипендии. Это было очень неожиданно. 8000. То есть 2700 плюс 8000, 10700. Моя стипендия 10700. Обычная стипендия, когда вы только-только поступите, весь первый семестр вам будут платить стандартную стипендию, полагающуюся всем бюджетным студентам, 2167 рублей. Потом уже по результатам сессии. Как-то так. Что еще полезного есть? Что это вообще система баллов? Я просто много у кого слышал, потому что не балл слышал. Система баллов. Сейчас я тебе расскажу, что это такое. Да, у нас тут присутствуют оценки, но в журнале, журнал-то вообще где написан? В журнале оценки ставятся именно по баллам. Что это значит? 90 плюс – это пятерка. Далее, от 70 до 90 – это четверка. Далее, ниже 50-60 – тройбан и 1-50 – неуд. 2. Что у нас получается? Грубо говоря, если ты участвуешь на паре, там, тебе ставят плюсики, тебе ставят примерные баллы какие-то за устный ответ, там, условно 89 баллов, 87 баллов. Далее, твоя оценка строится из баллов семинарских занятий. Семинарские занятия, это обычно их проводят после лекционных, условно говоря, там 4 лекции в начале по учебному плану, потом идут, допустим, цикл семинарских занятий. То есть преподаватель дает вам план семинарских занятий, там, условно, первое практическое занятие, 6 вопросов, вы должны на эти 6 вопросов так очень-очень подробно подготовиться. То есть вы устно отвечаете, кто-то просит презентации делать. Допустим, у нас есть финансы и экономика, мы проходили различные эвристики мышления, то есть это такие негативные паттерны поведения, которые мы юзаем даже неосознанно. Условно говоря, там, я подхожу к прилавку, я хочу купить орехи, хочу кешью. Но я вижу, что на кешью цена высокая, а рядом стоит какой-нибудь ореховый коктейль,
по цене на него скидка, и я возьму этот ореховый коктейль, хотя я не хочу его, я хочу кешью. Но чисто из-за цены вот этот вот желтый ценник, как бы все, паттерн задействовал. Я увидела, мой фокус внимания переключился, пути назад нет. То есть и на финансы, у нас там есть МГУшный учебник, он, кстати, в свободном доступе, очень полезная штука. Грубо говоря, на каждую подтемку, там, эвристика мышления, эвристика подталкивания, куда может завести подталкивание. Подталкивание – такой психологический прием. Когда тебе дают видимость выбора, и один такой, чисто внешне, он заведомо более выгодный. Это называется подталкивание. То есть этим очень активно пользуются все, кому не лень, в том числе, этим пользуются, но, благим намерением выслана дорога в ад. То есть, вне зависимости от того, какую вам информацию не дают, пропускаю ее через внутренний анализатор. То есть, не воспринимай все за чистую монету. Все очень двояко. Как-то так. То есть, на финансы мы готовим презентации. Там презентации, личные проекты, конспекты. По психологии у нас конспекты, и потом мы лично отвечаем на них. Сегодня мы с вами провели такую своеобразную профессиональную среду. Нам предлагают вот такую вот презентацию, что объединяет этих людей. Они учились в медийности. Почти. Все иноагенты. Это люди из Да. Моргенштерн. Может, они А чему они что ли? Они на политику Почему-нибудь вообще все эти люди закончили педагогический вуз. Это как показатель того, что вне зависимости от того... Моргенштерн заканчивал педагогический вуз? Да. Так Моргена Ну, кстати, Моргенштерн он не закончил. Он не закончил. Он ушел. Его выгнали. В БГПУ. Окей, ладно, не суть важно. То есть все эти люди были связаны с педагогическим образованием. Что нам это показывает? Что педагогическое образование дает вам какие-то базовые навыки выживания для дальнейшей жизни в обществе. И вне зависимости от того, какое образование вы получите, ваша реализация зависит исключительно от вас самих. То есть, грубо говоря, к вам никто не подойдет, вас самих не трудоустроит. Если вы не умеете рекламировать себя, если вы не умеете презентовать себя как спеца, на высокую заработную плату, на какие-то топовые позиции вы рассчитывать не можете. Что еще у нас работает? Ну, это не надо нам. Что у нас еще работает? Все мы знаем, что мир сейчас активно цифровизуется. Что это значит? Многие профессии просто-напросто вымирают. Чтобы нас не постигла такая участь, что нужно делать? Во-первых, нам нужно развивать высокие адаптационные навыки. Во-вторых, ни в коем случае не ориентируйтесь на одно какое-то направление. Берите разные направления, распыляйтесь, чтобы эти направления вы могли соединить, чтобы вы становились уникальным специалистом. Ну, естественно, как побочка, вы учите языки, вы прокачиваете свой навык, вы прокачиваете свою ценность на рынке труда. Допустим, я могу привести себя в пример. Мое первое образование – это СПО, среднепрофессиональное, туризм. Я специалист по туризму. То есть, что я могу делать? Я могу оформлять визовые договоренности, я могу реализовывать турпакеты. Далее, я могу сама быть туроператором при желании, при наличии стартового капитала. И я хороший управленец, то есть я могу управлять турагентством. Далее, мое второе образование – это педагогическое, английский, немецкий. Из третьего курса я беру переводческое направление, то есть я туризм, педагогическое направление с иностранными языками и переводческое направление. Все мы понимаем, что эти сферы стоят рядом друг с другом, и при их соединении мы можем получить совершенно уникальный продукт. То есть учитывайте это, когда вы выбираете свою дальнейшую специальность, перспективность. Куда вы можете пойти дальше, с чем вы это можете совместить. Уникальность – это ваше все. Так, листаем. Что у нас еще? Ну, профессии, которым не грозит исчезновение, медики, фармацевты, все мы знаем, что люди будут всегда, и люди всегда будут болеть, это очевидно. Далее, ученые, ну, ясно, понятно, преподаватели, все мы в течение жизни учимся. То есть появляется новая информация, эту информацию надо как-то передать. Есть люди, которые потрясающие практики, но в плане передачи информации это просто тотальный ужас. Далее, инженер-нефтегазовой области, экономисты, финансисты, юристы, предприниматели. Предприниматели сейчас очень ценятся. Даже в нашем университете у нас есть такая инициатива, как молодежные проекты, молодежный проектный офис.
Если вы участвуете, вы можете, грубо говоря, создать свой проект, прописать его грамотно, далее прийти на какую-то дополнительную консультацию, вам этот проект помогут упаковать, и вы можете податься на грант. Если ваш проект будет принят университетом на ура, вы можете подать заявку от университета. То есть университет собирает, условно говоря, 7-8 проектов и подается на грант Росмолодежь. Или же вы можете податься как на физлицо. Но все мы понимаем, что есть юридическая ответственность. То есть, условно говоря, деньги тебе выдали, вы должны будете отчитаться по каждому рублю. Дальше. Стрессоустойчивость, критическое мышление, гибкость ума, самообучаемость. Все мы знаем, мир меняется, нужно очень быстро адаптироваться к нему. Это все понятно. Далее у нас есть недостаток IT-специалистов, около 2 миллионов. И если вы как-то хорошо взаимодействуете с миром электроники, шикарный для вас вариант. Вы всегда будете востребованы, особенно в Российской Федерации нынче. Ситуация, которая тоже есть в нашем мире, мы идем туда, куда нас направляют родители. Такое есть? Такое есть. Что мы получаем в итоге? Я думаю, многие слышали о ситуациях, когда там 3-й курс, 4-й курс просто берут и уходят. А почему так происходит? Потому что мы учимся на той специальности, которая нам, мягко говоря, неинтересна. Рано или поздно мы выгораем. Из выгорания вылазить очень трудно, поэтому лучше до этого не доводить. Идите в те специальности, которые вам интересны. То есть я люблю путешествовать, я люблю изучать языки. Я от этого кайфую. То есть я пошла в эти специальности, я знаю, что я смогу это хорошо продать, я знаю, что я смогу это монетизировать. Поэтому заранее все просчитывайте и продумывайте. Возможно, вот это вот секундное согласие с обществом, что мне сказали идти туда-то, пойду, пусть меня научат. Не делайте так, руководствуйтесь собственными принципами, собственными интересами. Далее, что я хочу сказать. Все мы поступаем по ЕГЭ. ЕГЭ такой экзамен, это рандом, это большая лотерея. Если вдруг вам не повезло, если вдруг вы не сдали, это не конец света. То есть, опять-таки могу привести в пример себя. Я изначально планировала на биохим. 2020 год, я думаю, многие слышали, что была такая плохая ситуация с банками по химии, то есть задания были не из банка ФИПИ. Я не поступила, у меня были хорошие баллы по русскому, по биологии, но сидеть в лаборатории абсолютно не мое. Пошла бы такая история, что уйти с 3-го или с 4-го курса. А если ты идешь еще на платку, это пустая трата денег. Я начала искать колледжи. То есть, если вдруг вы не поступили, колледж – хорошая альтернатива. Могу посоветовать от себя. В педагогическом колледже есть такое направление туризм. 1 год, 10 месяцев. За 1 год, 10 месяцев вы уже получите какую-то корочку. Вы уже можете презентовать себя как какого-то специалиста. Помимо того, что вы там изучаете языки, вы там изучаете документооборот, я думаю, все понимают, как это полезно. Все мы заключаем соглашения на основе юриспруденции, на основе договоров. Многие их не читают. Это тотальная ошибка. То есть вас учат грамотно составлять документы, вас учат различным языкам. Далее, что интересно, в колледже есть программа заграничных стажировок. Я сама прошла такую заграничную стажировку. Я 6 месяцев училась и работала в Турции. Что это мне принесло? Во-первых, это ломает языковой барьер. Я думаю, у многих есть такая ситуация на английском, когда ты хорошо понимаешь, но вот говорить не можешь. Когда вас погружают в языковую среду, у вас нет шансов избежать это. Хотите вы того, не хотите, но этот барьер сломается, вы начнете говорить. Далее, побочка приятная, вы общаетесь с различными менталитетами, с различными национальностями, у вас появляется очень много друзей, очень много знакомых по всему миру. Как бы все мы знаем, что главная сила в этом мире – это связи. То есть даже не сколько деньги, сколько связи. Если у тебя есть какие-то полезные знакомства, рекомендации, это может сыграть очень большую роль в твоей жизни. То есть я прошла через такую стажировку в Турции. Что интересного, перелеты, проживание, питание, все мне оплачивалось. То есть я прошла через ряд собеседований, все на английском языке. Если у вас есть сертификат о знании английского языка, это будет очень большим бонусом для вас. Что из этого я вынесла? То есть я прошла программу заграничной стажировки, далее написала уже диплом, защитила диплом красный. Что интересного в дальнейшем? Если вы поступаете с колледжа, вы поступаете не по ЕГЭ.
вы поступаете по внутренним экзаменам вуза, пока эту лазейку не закрыли. Это очень удобно, потому что внутренние экзамены, исключительно, на мой взгляд, это гораздо легче. Я сдавала 4 экзамена. Это был английский язык профессиональной деятельности, после Турции я его очень серьезно прокачала. Далее это был русский язык, русский язык у вас школьная база, как раз-таки она в тестировании была. Педагогика и психология при желании можно изучить самостоятельно. Тест вы решите, где-то 60-70 баллов вы набрать сможете. То есть шансов на поступление у вас будет выше. Далее, если у вас сейчас есть возможность, не направляйтесь на какое-то определенное конкретное ЕГЭ. Чем больше ЕГЭ вы будете сдавать, тем больше у вас шансов. Это ваши запасные варианты. То есть у меня тоже была ошибка, меня часто ругали, что я очень сильно распыляюсь. То есть я думаю, ну ладно, в 11 классе сделаю все правильно, вот направлюсь на биологию, на химию, буду только туда идти. Как бы с одной стороны, возможно, так все и должно было сложиться, но если вы хотите целенаправленно куда-то поступить, сделайте для себя запасной вариант. Если у вас есть шанс сейчас сделать какое-то дополнительное заявление, чтобы добавить предметы на ЕГЭ, советую это сделать. Уже выбрали, да, первый вариант? Да. Там вроде до какого-то периода может дополнительно подать. Ладно. Окей, хорошо. Смысл есть. Далее, другой вариант. Вы можете поступить с тем набором ЕГЭ на специальность, на которую вы можете поступить, на которую вам позволяют ваши баллы, позволяют ваши предметы, и в течение, грубо говоря, первого месяца вы можете перевестись при наличии свободных мест. Тоже эту тему мониторьте. Спасибо.